Всем привет! Сегодня я сделаю простую, но полезную самоделку. Поехали! Первым делом я возьму доску 30-ку и отторцую ее под 45 градусов. Нужно мне от нее будет всего 70 мм. Ну а по ширине укорочу до 100 мм. В наличии же у меня была только 150-ка, поэтому тут немного лишней работы. Далее важные отметки. С одной стороны по 30 мм, а с боковых по 22 мм. По этим меткам сверлим пером на 16 отверстие глубиной в 5 мм. Далее перезаряжаю станок сверлом на 6 и уже делаю сквозные отверстия. После этого готовлю следующую деталь. Она будет из рейки 20 на 50. От нее мне нужно всего 100 мм. На ней, аналогично 22 мм от торцов, даю отметки. Но тут относительно ширины они уже будут ровно посередине, то есть 25 мм от края. Здесь уже просверлю шестеркой сразу насквозь. И немного сглаживаю шероховатости наждачкой. Далее начинаю сборку. Для этого понадобится два мебельных винта 6 на 60, 2 шайбы и 2 гайки-барашки. Сначала я сажаю гайки в первую деталь. Чтобы шляпки хорошо сели, немного подбиваю их молотком. С обратной стороны на эти же гайки сажаю вторую деталь и, надев шайбы, закручиваю гайки. Еще мне понадобится два мебельных Г-образных ролика. Они подходят больше, чем прямые, потому что их можно закрепить прямо у края, что я и сделаю, предварительно дав отметки. Сверлить буду сверлом на 2. Под короткие саморезы с пришайбой оно отлично подходит. Вот так выглядит эта самоделка после сборки. Для того, чтобы показать, как она работает, мне понадобятся стамески. Но на всех я показывать не буду, поэтому возьму одну любую. Первым делом нужно зажать ее между двух деталей таким образом, чтобы режущая кромка стамески лежала на столе. И в таком положении, расположив ее на точильном камне или листе наждачной бумаги, можно легко довести заточку до кондиции. Да какой? Да нужный. Ее лучше производить на идеально ровной поверхности и, конечно, с водой, меняя зернистость от крупной к более мелкой. Угол заточки при этом можно легко менять, просто выдвинув стамеску вперед или задвинув назад. Какая получится заточка, зависит уже от вас. Пишите ваши комментарии под видео, может быть, предложите что-то доработать или усовершенствовать, да и просто оставьте ваше мнение, я читаю все комментарии, мне будет интересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем добра и всем пока!